Друзья, всем привет! Начинаем наши воскресные эфиры. Сегодня у нас в гостях тоже известный человек Илья Пономарев. Привет. Добрый всем вечер медоедам, которые тут вот присоединяются, смотрю, и уже набрасывают вопросы. Короче говоря, начнем с чего. Как у меня появилась эта идея этого эфира, я Илье вот говорил перед ним. Черт, я думал, ты просто хотел меня увидеть. Не, я хотел увидеть, но тут еще, так сказать, наша судьба в лице мэра Садового подкинула идею. Значит, проходил недавно мероприятие с российской оппозицией во Львове, ну, культовое место, как бы там, я думаю, что как раз для российской оппозиции выбрана была не случайно. Я думаю, ну, когда же вот пойдет реакция. И она пошла, когда Садовой, значит, сказал, что, ну, что-то там в духе, что не место вот этим вот, которые лезут на нашу священную землю. Вот. Ну и дальше пошло-поехало. Он немножко не так сказал, он сказал, что я не знаю, как они тут появились. Вот что он сказал. Ну, это фактически то же самое, що в Галицьку землю топчуть, значить, оці ось люди. Вот. Но я ж понимаю, что Галицкую землю не могут топтать такие люди просто так, как об этом, да, потому что у этих людей наверняка были соответствующие разрешения на пересечение границы, на проведение мероприятий. Более того, мероприятия, я так понимаю, без разрешения соответствующих органов местной власти в том числе не проходят, потому что кто-то же дает добро, есть же уведомления там и так далее. И поэтому это все, ну, как бы такое лукавство, которое, ну, за которым вот стоит вот этот сакраментальный вопрос, собственно говоря, зачем Украине российская оппозиция? Потому что многие, ну, у нас есть люди, которые не раздупляются, зачем наука в Украине, потому говорят, что надо вот все сократить, но это отдельный вопрос. Но вот зачем на 10-м, уже 11-м году войны и третий год широкомасштабной войны, зачем российская оппозиция? Ну вот многие не могут сложить этот пазлик. Поэтому мы в том числе и этот вопрос вот заденем. Расскажи, о чем вы говорили во Львове. Собственно говоря, что это была за российская оппозиция, вот, и чем она отличается от российской оппозиции, которая, здесь вот задают вопрос, как Юра и Илья относятся к издевкам в отношении РДК со стороны Латыниной, как бы там, да, вот. Вот к такой оппозиции как относитесь? Слушай, ну, Латынина, во-первых, никакая не оппозиция, то есть вот она просто дура набитая и ничего больше, да, поэтому к ней я отношусь плохо. А к РДК я отношусь хорошо. Несмотря на все наши там идеологические различия, да, но герои, настоящие бойцы на фронте. Вот. Надо сказать, что Латынина гораздо хуже, чем к РДК относится к Легиону Свободы России. Потому что про РДК она, по крайней мере, говорит, что он существует. А Легиона вообще говорит ряженые, украинская разведка и так далее. Ну, Латынина еще когда она была в России, она считалась таким певцом спецслужб, да? Работала в тесной связке, то есть, ну, как бы она работала на связке вне непосредственно спецслужбистского периметра. То есть там было два таких журналиста. Один Хинштейн, который работал как бы внутри периметра, и Латынина, которая вне. Но и те были очень, значит, плотно на взаимодействии. Естественно, это влияет, откладывает отпечаток, и это источники информации, это подходы, это взгляды, которые от того, что она теперь на Кипре, значит, никаким образом не меняются. Плюс к этому там есть отдельные российские оппозиционеры, которые ее еще и в этом смысле деньгами подогревают. Поэтому с этим все понятно. То, что там было, я вообще сам довольно скептически отношусь вообще к самому понятию российская оппозиция. На мой взгляд, это слово себя полностью дискредитировало, обанкротило вместе с Российской Федерацией и уйдет в небытие. Я считаю, что есть оппозиция, а есть сопротивление. Сопротивление – это те, кто на фронте, и те, кто им непосредственно помогает. А оппозиция, которая там в Париже, Лондоне и так далее, ну, как бы, ну, это как белая эмиграция, да, то есть цветы акации, то есть и все прочее. Ну, то есть это... Просто на них уже не надо обращать внимания. Угу. Ну, вот какая повестка была, вот, собственно говоря, кто был и какая была повестка вот этой встречи? Потому что, ну, понятно, когда проводится такое оргмероприятие, то оно ставит какие-то цели. Вы же не просто так собираетесь для того, чтобы там потусить и попытать чашку львивской кавы. Ну, собственно, инициатива была со стороны
военных подразделений. То есть непосредственным организатором выступал такой фонд 2402. Он создан Легионом Свободы России, точнее женами, сестрами, другими членами семей бойцов Легиона Свободы России. У нас там, кто-то погиб уже, к сожалению, там, у кого-то там действующие бойцы воюют. И они помогают там, по медицине, там разные вопросы семейные решать бойцам региона и так далее. Вот, собственно, они выступили инициаторами. Ну, то есть, в общем, конечно, у Легиона был, значит, главный драйвер. Вот. И идея была простая. Это попробовать договориться с теми вот как раз оппозиционерами, которые еще никак не могут определиться, они с умными или с красивыми, чтобы они все-таки начали что-то делать полезное для фронта и для победы. Кто-то там может помочь деньгами, кто-то может помочь с рекрутингом, кто-то может помочь там, с информационной подсветкой. Ну, как-то, в общем, наладить какую-то координацию. И был довольно широкий спектр вот этих вот силовых вещей. То есть, вот были все три подразделения, были там партизаны, были волонтеры, которые непосредственно работают с фронтом. А были вот эти вот самые такие политические фигуры. В принципе, я считаю, было очень удачно, потому что резко расширился спектр их, то есть там даже подключались в онлайн Ходорковский с Каспаровым. Ну, Каспаров много говорит про то, что надо заниматься силовым сопротивлением, а Ходорковский всегда как-то вот он так это вот между струечек. Вот. Но, тем не менее, присоединился и потом, когда форум решил, что мы создадим там какую-то постоянно действующую структуру, точнее, начнем ее создавать, она должна быть создана на следующем таком форуме, мы ее между собой называем военным комитетом, да, то есть, что вот, собственно, тем, кто непосредственно помогает тем, кто на фронте, то там в том числе его люди вошли в состав организационных групп. Вот, ну, так же, как много вошло представителей Гарри Каспарова, ну, наверное, больше всего съезда народных депутатов, который занимал эту позицию с самого первого дня. Вот, учитывая, что Ходорковский сделал такое странное заявление по поводу там, перспектив Украины, там, и сказал, что значит, дело чуть ли не проиграно, там, и все значит, плохо там, и так далее, но, тем не менее, вот подобного рода шаги, ну, они свидетельствуют о том, что какую-то он перспективу себя вот, в рамках там, вашей деятельности он все-таки ищет, потому что эта перспектива напрямую связана с Украиной, потому что мы прекрасно понимаем, что пока Украина существует как независимое государство, то значит, российская позиция в таком формате, как вы, она будет иметь здесь, соответственно, возможности, базу там, и так далее, и соответствующую поддержку. Ну да, у нас есть такой системный стратегический рациональный спор. То есть, вот мой взгляд на будущее России и взгляд Ходорковского, он различается только в одном вопросе. Это в вопросе права нации на самоопределение. То есть, я выступаю за безусловное уважение этого права. Ходорковский считает, что более важно сохранить единую державу. Но я считаю, что на самом деле ни мое мнение, ни его мнение в данном случае, мягко говоря, будет не решающим. Решающим будет мнение самих народов, которые будут самоопределяться по факту. И, соответственно, я не считаю, поэтому это предметом нашего принципиального спора. Мы ни разу это даже какой-то паблик не выносили. В чем у нас есть спор важный и принципиальный, это в том, что Ходорковский считает, что у Украины не так много шансов на победу, что, соответственно, смена власти в России произойдет, так скажем, в параллельной плоскости, она не будет связана с действиями на фронте в Украине. То есть он считает, что Украине надо помогать, надо больше оружия, то есть это ослабляет Путина, это может привести к дестабилизации большой в России, поэтому он там всюду агитирует за оружие для Украины, но он не верит в ее победу. Поэтому его политическая стратегия — это выстраивать широкое, ненасильственное гражданское сопротивление, которое бы там постепенно росло, и когда-нибудь, через 10, через 20 лет бы вот окончательно взорвалось бы, значит, и эту систему бы снесло. Мой подход, он гораздо более краткосрочный, и я исхожу из того, что мы солидарными усилиями должны достигнуть победы Украины.
При этом я считаю, что победа Украины неразрывно связана с крахом режима. То есть я отличаюсь от Каспарова, например, тем, что Каспаров говорит, когда Украина победит, поменяется власть в России. А я говорю, когда поменяется власть в России, тогда Украина победит. Что без этого, ну даже если мы там освободим всю территорию, выйдем на границы 91 года, это все равно будет линия фронта. Да? Ракеты все равно будут лететь, пока Путин будет там, пока путинизм будет там. Все равно война будет продолжаться. Поэтому я считаю очень важным, чтобы были выстроены, во-первых, вот эти военные подразделения на фронте. То есть наш ЧВК «Вагнер», который в Эндшпиле в нужный момент может нанести удар и обеспечить, по крайней мере, блокировку силовых структур в Москве для того, чтобы вот тот самый широкий ненасильственный протест мог бы оказаться на улицах. Да? Во-вторых, нам нужно массовое партизанское движение, которое бы эту систему раскачал бы изнутри. Вот тут вот мы спорим, но Ходорковский понимает, он мне много раз говорил, там, ну, может быть, с вероятностью 30% ты окажешься прав, а с вероятностью 70% я окажусь прав. Поэтому он считает, что есть такая вероятность, он хочет из этого процесса не выпасть. Но делать на него окончательную ставку, он тоже этого, к сожалению, не делает. Я считаю, это ошибка, мы об этом спорим. Смотри, ну, вот эти рассуждения на фоне того, что сейчас происходит в России, поэтому нужна оценка твоя, потому что, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что происходит. Вот они насколько позволяют реалистично это все реализовать. О чем я говорю? Ну, очевидно, что сейчас Путин делает относительно, может, я ошибаюсь, но во всяком случае это кажется из Киева, там, да, относительно армии Путин делает то, что делал Сталин в 1937 относительно армии. Просто мотивы были разные, как бы там, да, а может в каких-то элементах и схожие, но очевидно, что сейчас идет вот зачистка, переформатирование, связано там это с коррупцией или связано это с вечной конкуренцией там условно силовиков, там ФСБшники против армейских, как в свое время там КГБ тоже против армии там постоянно играла. Вопрос важный, но уже, скажем так, это в общей беседы не так важно. Очевидно, что начался этот процесс. И очевидно, что если в основе этого процесса лежит стремление Путина усилить, увеличить эффективность армии за счет уменьшения коррупционной составляющей, ну, по крайней мере, это так декларируется и так интерпретируется, то для Украины это плохая новость, потому что ключевой вопрос белоусов и вот те, которые заходят, они способны в принципе вот на подобного рода действия, на подобного рода эффективность. Смотри, давай я развернуто отвечу на этот вопрос, но я считаю, его надо по-любому разделить на две части. Конечно. Потому что, на мой взгляд, он делает 1937 год для всей страны, для всей элиты российской, а не для армейской. Просто это сейчас проявилось в армейскую, но это начнет распространяться гораздо больше. Ну, собственно, как было это, да. У Сталина точно так же было. Ну, там эти процессы шли параллельно. Там как раз армия скорее была за 1937 годом. То есть сначала у него были все-таки партийные чистки, там, после убийства Кирова и так далее. А потом руки дошли и до армии. Да? То есть причинно-следственная, опять-таки, связь. И все-таки там мотивация изначально была политическая лояльность. Да? Там старых большевиков зачистить. И в Советской России вот то поколение людей в форме, да, оно было герои, там у них был самостоятельный политический вес и политическое мышление, то есть его была задача обезглавить армию, то есть сделать, чтобы она больше не мыслила себя как политическая сила. Это было, значит, там, главным мотиватором. То есть, на мой взгляд, Путин сейчас выходит за рамки традиционного такого, я бы сказал, консенсуса, ну, правил, да, игры, которые сложились в России, которые говорят о том, что пока ты лоялен политически, ты можешь воровать, там, может быть некомпетентным, может быть неэффективным, там худшее, что тебе грозит, это тебя передвинут с одной позиции на другую, ну, более или менее равнозначную, да, то есть тебя не накажут. Главное, чтобы быть лояльным. Но вот сейчас пошла как совершенно другая история, то есть людей явно зачищают. Значит, потому что они там с чем-то там не справились, не отвечали каким-то требованиям и всем прочим. И с моей точки зрения это будет спусковым крючком для действительно 1937 года, потому что сейчас будут, раз это новая мода, все начнут друг на друга стучать. Я вот, знаешь, даже у нас тоже в российской это оппозиции, да, то есть есть такой традиционный спор, там
хорошо или нет делают навальнисты, что ведут антикоррупционные расследования. Им все всегда, в том числе вот больше всего моих соратников показывает пальцем и говорит, вот вы что хотите сделать, чтобы российская армия была более эффективной, вы что там, значит, хотите там побороть коррупцию, то есть вы, значит, там на Путина тем самым работаете. И я, честно, был с этим согласен, что не время антикоррупционных расследований. А вот сейчас, мне кажется, как раз время приходит антикоррупционных расследований, потому что благодаря этому они все друг с другом передерутся и пересажают. То есть сейчас, на мой взгляд, система будет на них как раз реагировать. Вот какой-то водораздел произошел, и вот мои источники в Москве, они мне все говорят о том, что это вот то, что сейчас у всех в головах. Может быть, этого не случится, но так, во всяком случае, представители российской элиты думают. Вот. Это точно хорошая новость. Да? Это точно шаг к расколу элит, а возможно даже и к внутреннему политическому или военному перевороту. Значит, совершенно другая история, это что это означает с точки зрения армии. И вот твой пример относительно чисток, там, даже не 37-го, больше 38-го года, да, там, вот Гитлер, например, считал, да, то, что в результате этого российская, точнее, советская армия резко усилилась. И говорит, а вот я-то дурак-то не сделал того же самого в Германии, а надо было, и тогда бы я точно выиграл войну. А другие исследователи, и большинство исследователей, я бы сказал, времен войны, наоборот говорят о том, что Сталин тем самым армию обезглавил, и поэтому она встретила войну недееспособной, а вот если бы был жив там, значит, там, Тухачевский, Блюхер и так далее, все было бы там, значит, совершенно по-другому. Здесь то, что мы видим в России, что защищают людей, которые действительно объективно армии вредили. И которые не были дееспособными. Ну, взяли там, например, этого главного по связи. Ну, мы все знаем, какая катастрофа в российской армии со связью. Взяли там главного по капстроительству. Мы знаем, сколько там, значит, денег на этой теме было украдено и сколько там было очковтирательства. Ну, и так далее и тому подобное. Пока Кадровика взяли, который, собственно, да. Вот. Я думаю, что все-таки это связано конкретно с Белоусовым. Белоусов очень много критиковал и говорил о том, что вот нужно техническое перевооружение армии, что Шойгу на это не способен. Явно Путин ему дает в этом смысле карт-бланш. А вот насколько у него это получится, ну, российская система, она вся базируется на коррупционной мотивации. Да? То есть люди работают не за зарплату, они работают за возможность украсть. И если эта возможность у них резко сократится, то эффективность работы всей этой вертикали, она очень сильно упадет. Могут ли они это передавить? Ну, наверное, могут. Вопрос, сколько на это займет времени. Поэтому долгосрочно, я считаю, назначение Белоусова, который, к сожалению, идейный враг, это плохо. Краткосрочно, я считаю, что скорее хорошо. То есть организационные последствия зачисток будут, ну, опять-таки, если мы берем 38-41 год, получается 3 года, то они скорее в минус сыграли, чем в плюс, потому что действительно там было обезглавлено практически все. Вот, ну, зато потом социальные лифты вынесли способных военачальников. Да. А у них-то этого не происходит. Да. Они как раз же еще ко всему этому, там, например, Попова с 58-й армии арестовали. А этот-то, ну, понятно, что он такой же военный преступник, как и все остальные. Но как военный командир он, по крайней мере, был ориентирован на эффективную войну. И, собственно, первым из этого пострадал. Ровно от того, что он критиковал, что ему не дают возможность воевать. То есть, ну, такой как бы получается двойственная ситуация. Диалектика. Да, диалектика, только напрашивалась. Чистая диалектика. И ну, из этого вытекает что? Что, с одной стороны, Белоусов появился не только из-за войны с Украиной и увеличения эффективности российской армии, но и потому, что конфликт с Западом, он обозначается как все более такой явственный, экзистенциальный. И, собственно, долгосрочный. Да, и, собственно говоря, эта логика действия, она ориентирована на долгосрочную перспективу. Да? Это подлинное импортозавмещение, это стремление, то есть, концентрироваться внутри себя именно в долгую и способность вести в долгую военную конфронтацию. И это, на мой взгляд, абсолютно четкий сигнал о том, что Украиной Путин не собирается ограничиваться, потому что, ну, там сейчас опять-таки доминирующее настроение в Москве, которое мне постоянно все говорят о том, что ждем прихода Трампа.
ждем, когда он заставит Украину договориться, ждем, соответственно, там, грубо говоря, Минск 3.0, там какого-то перемирия. Понятно, это не будет прочный долгосрочный мир, но то есть это будет какая-то фиксация, да, с тем, чтобы там уйти от активной фазы военных действий. Но после этого как раз все, что будет делать Белоусов, это он будет готовить не новое нападение на Украину, а он будет готовить, конечно, нападение на Литву, Польшу, может быть, там, на Латвию. Ну, то есть движение туда. То есть смотри, вот эти заявления Путина, которые появились на протяжении последней недели, там больше во время, начиная с визита в Китай и дальше там в Ройтерсе было там и так далее, по поводу того, что давайте как бы вот начинать переговоры, мы не против переговоров, но они там все время делают оговорки по условиям, вот, они вот в логике передышки, необходимой для того, чтобы прочнее стать на ноги, они вполне реалистичны. То есть, вполне реалистичны. Я уверен, что Путин легко пойдет на переговоры. Тут же весь дьявол-то в главной детали. Да? То есть, какая стартовая позиция для переговоров. Потому что стартовая позиция для переговоров по Путину, это то, что есть, как он выражается, реалии на земле. То есть, грубо говоря, то, что я уже захватил, то уже мое, а про ваше давайте обсуждать. Да? Это же его стартовая позиция. С нашей стороны стартовая позиция противоположная. Есть общепризнанные мировые границы 1991 года, поэтому вы типа валите отсюда, и мы так уж и быть оставим вас в покое. Да? Ну, как бы это позиции несовместимые. Да? да. Вот. При этом нету даже какого-то промежуточного момента. Поэтому здесь будет много зависеть, если в эту сторону события будут развиваться, там, например, если победит Трамп, да, я так считаю, там 50 на 50, может победит, а может и не победит, да. Но если он, допустим, победит, например, если стартовая посевная точка для начала переговоров будет вот там стамбульский, этот самый формат, да, который там был проговорен, то с этой точки можно двигаться и в одну, и в другую сторону. Но согласится ли на него Путин, это большой вопрос. Ну, мы видим, что в принципе и действующая администрация в Штатах, она тоже сейчас может разыграть эту карту, потому что она ей нужна до выборов, потому что Трампу она нужна после выборов, совершенно очевидно. Это может быть одним из первых шагов, которые позволят ему там какие-то внутриполитические баллы набрать. Они же там кричат, вот смотрите, он говорит, что я только приду, там 24 часа, это все пойдет, как бы там, да. Вот. А, соответственно, нынешняя администрация, было бы неплохо выскочить из этого всего до. Я думаю, что уже это невозможно. Если они попробуют разыграть в эту сторону, тогда они выборы проиграют гарантированно. То есть Трамп будет использовать войну в любом случае, как бы независимо от того, что делает. Ну, просто избиратель Трампа считает, что там эти переговоры нужны. Избиратель Байдена в своем значительном большинстве считает, что не нужны. И поэтому, если Байден начнет разыгрывать то, что идет против его собственного избирателя, то он скорее рискует, что там какая-то часть из него не придет на выборы. И это может быть там тем самым недостающим процентом, который все обрушит. Но он точно не переманит себе избирателя Трампа. Это невозможно. Не, это очевидно, что борьба ведется за колеблющихся, как бы там, да. Вот, и поэтому тут просто вопрос, надо будет посмотреть результаты пола у них, насколько там это критично для избирателей Байдена. Там, не, ну там просто там, грубо говоря, в американском обществе вот у республиканцев раскол на интервенционистов, на неоконов, да, и на изоляционистов. Там Трамп полностью, значит, окормляет изоляционистов, и их сейчас очень много, там волна пришла в сторону вот этого самого изоляционизма, да, и борется за часть неоконов. Они большей частью там не знают, за кого голосовать, и даже часть из них готова голосовать в этой ситуации за Байдена. Поэтому, если Байден скажет, что он поддерживает, грубо, изоляционистскую тенденцию Трампа, то в этой ситуации он точно проиграет вот эту вот самую, потому что тогда им вообще какая-то, тогда точно уж хотя бы за своих республиканцев проголосуем, а не за этих, которые вообще не знают, чего они хотят. Там, конечно, на выборах главная повестка будет внутренняя, а не внешняя. То есть, да, там 80-90% это экономика, иммиграция там будет очень значима. Вот они будут решать вопрос выборов. Там демократы могут разыграть карту абортов против Трампа. И это, по-моему, там, честно говоря, их единственная надежда выиграть на этих выборах. Ну, посмотрим, как-то сейчас будут дебаты складываться.
Мгм. Смотри, ну в этих условиях для Украины, соответственно, подходит такой момент истины, потому что, с одной стороны, очевидно, что 91 года не будет, и ну, надо быть реалистами. Вот. С другой стороны, ключевой вопрос пределы маневра. Я даже не говорю пределы компромисса, потому что и компромисса в любом случае не будет. И это любой такой мир, который будет, это как там Сурков говорил, похабный, нам нужен похабный Брестский мир, как бы, да, вот Мгм. он будет, каждая сторона его будет расценивать как похабный, там, да. Э, Ну, я думаю, что Путин сейчас может любое реальное перемирие, которое вот можно с ним достичь, я думаю, что он его сможет продать своему населению не как похабный мир, а наоборот, как то, что там мы что хотели, того и добились. Не-не-не, я не в этом плане. У меня вообще в этом нет сомнений, Мгм. что так и будет. Как бы там, я имею в виду, что внутри, ну то есть как бы он будет рассматриваться как некое как бы промежуточное действие. Ну, промежуточное, да, но Да. безусловно, то есть он уже не реализовал того, чего он изначально на самом деле хотел. Поэтому для него сейчас вопрос, как из этой истории выпрыгнуть. Да? Мгм. То есть, но выпрыгнуть ровно так он сможет выпрыгнуть только на тех условиях, на которых он может своим гражданам сказать о том, что мы победили. Ну, просто у него нет сейчас другого маневра. Ему надо иметь возможность такое сказать. А для этого надо оставить за собой там оккупированные территории. Но ты так вот говоришь такую вот фразу пессимистическую, я часто слышу то, что ты говоришь в принципе, и я вот против этого пессимизма относительно 91 года. И я, конечно, многие часто называют фантазером, да. Я как раз считаю, что надо себе ставить абсолютно четкую и однозначную задачу. Если ты не будешь ставить себе задачу максимальную, то ты до нее никогда не дойдешь. Так это не противоречит Вот. тому, что я говорю, потому что я смотрю, условно говоря, как Ильхам Алиев смотрел на задачу возврата Карабаха. То есть то, что возможно в существующих условиях, а есть то, что требует организационных усилий, сверхусилий, модернизации и так Но далее. это вот важно говорить, ты просто говоришь, этого сейчас не будет. Ну, то есть, вот надо сказать, нет, ребята, у нас задача четкая, 91 год. Да? И для этого выстраивать, соответственно, Ну, план естественно. победы. Естественно. Вот у нас главное, на мой взгляд, чего нет, у нас есть формула мира, у нас нет плана победы. План победы лежит исключительно через уничтожение путинизма. Нет другого пути, которым как раз возникает 91 год, во всяком случае, в стабильном варианте, а не в то, что мы случайно туда дошли, да, то есть вот и потом продолжаем драться, да. Вот чтобы это было стабильно, чтобы в стране наступил мир, и не только в стране, а во всей Европе. Для этого нам нужно, значит, зайти в Москву и уничтожить Путина. И из этого надо исходить с точки зрения военного планирования и политического. Это военно-политическое планирование. У нас нет чисто военного способа решить этот вопрос. Это военно-политическая стратегия. И ее надо презентовать нашим союзникам. Потому что, я то, что слышу все время, значит, на самых разных там площадках от абсолютных наших друзей, которые, да, 91 год, тут вопросов никаких нет, мы за это боремся. А потом они в стороночку говорят, а как этого достичь? Вы хотя бы дайте какое-то видение, как этого достичь. Какую-то там правдоподобную историю, чтобы, да, мы знаем, каким путем мы идем. Да, мы можем там померить, мы по нему продвинулись, не продвинулись. Мы можем спланировать ресурсы, что сейчас надо это, потом надо это, потом надо это. А если что-то не получается, то у нас есть там дерево сценариев. Мы, то есть, вот так не получилось, мы вот так обойдем. Но в итоге дойдем до этой финальной сцены. Пока этого нету, у нас будут только наши союзники от нас отпадать. Потому что они все воспринимают сейчас эту финансовую помощь как некую благотворительность. Да? То есть надо хорошим ребятам помочь против плохих. Просто потому что они хорошие, и вроде как наши ребята и наши друзья, а те по-настоящему плохие, и, соответственно, мы должны им противодействовать. Но своего интереса в этом, абсолютно четко осознанного, а главное того, как эти хорошие ребята смогут замочить плохих, они просто не видят. Они не видят, наверное, потому что прежде всего они не видят, может и это опровергнешь, они не видят логику действий Китая и России. Потому что визит к Си Цзиньпиню, он, мне кажется, был важным, потому что он даже в символизме, который проскальзывал, важен. Потому что Путин явно как бы выступал в роли такого заискивающегося, ищущего поддержки лидера России, да, потому что если раньше Россия смотрела на Китай как на
на младшего брата, то теперь Си Цзиньпин смотрел на Путина как на младшего брата. И эта ось направлена как бы на решение вопросов, связанных с переломом хребета Запада. То есть если для Путина это носит... наверное, для обоих они носят ресентиментальный характер, потому что у Си Цзиньпиня это тоже проскальзывает, что там в 19 веке, в начале 20-го нас, значит, унижали, бла-бла-бла, вот, и мы возглавляем глобальный юг, который ведет борьбу как бы пролетарскую, беспощадную за то, чтобы как бы этих сволочей поставить как бы на место там, да. Но у Путина это еще более ярко выражено, потому что Путин всегда был по поводу ресентимента, как вот наказать этот бездушный Запад, который поставил крест на Советском Союзе. Это было большой трагедией. То есть в этом плане очевидно, что раскрытие глаз как бы, и объяснение вот, логики их совместных действий, где там еще есть Иран, там еще всякие прокси, как бы, там, да, вот, это, собственно говоря, дает ту инструментальность Украины и таких сил, как ваша, там, да, в плане борьбы с ними, с этой осью. Потому что их логика, она видна, она носит стратегический характер, она камуфлируется там какими-то движениями, но налицо стратегический характер. Потому что когда Си Цзиньпин приезжает там, в Европу там, и встречается с определенными лидерами стран, то есть Макрон, Венгрия, Сербия, то очевидно, ну, в какой логике он пытается. Ну, с Макроном-то все понятно, как бы там не сколько зрада, сколько как бы амбиций, там, да, вот, и попытка там Китая попытаться нащупать вот этих антиамериканских союзников, которые бы позволили закрепиться все-таки в Европе, потому что американцы пытаются из Европы выкинуть. Вот. И точно так же и россияне действуют, то есть они ищут слабые точки в Европе для того, чтобы порвать как бы там, где рвется. Там, в Германии то же самое, через поддержку альтернативы для России. Альтернатива для Германии, господи. Ты знаешь, мне кажется, что для того, чтобы понимать логику поведения, надо вставать значит, на позицию каждого из игроков, да, то есть и понять его логику. Вот китайцам нужна ли победа России? Абсолютно нет. Вот как ты правильно говоришь, Россия все дальше и дальше становится младшим братом. Ну так это же китайцам выгодно? Конечно. Выгодно. Значит, в чем интерес Китая? Китай держава самодостаточная во всем, кроме природных ресурсов, которые есть в изобилии, соответственно, в России. Если Россия, грубо говоря, я так абстрактно, становится Китаем, то они вообще, у них полный покер на руках. Да? Они могут делать все, что хотят. Конечно, они не хотят Россию там захватывать физически. Но любой сценарий дальнейшего ослабления, чтобы все это свалилось к ним в руки, доступ, их абсолютно устраивает. Технологиями, коммерцией. Если там будет гражданская война, в результате чего там это все развалится на там, отдельные там, Соединенные Штаты Сибири или тем более на разъединенные Штаты Сибири, точно тут Китай является главным бенефициаром. Им совершенно невыгодно укреплять Путина. Им выгодно то, чтобы Путин сточил себе зубы об Украину, о Запад и так далее. Это же на обиженных воду возят. Вот Путин обижен этим ресентиментом. Да? Вот, соответственно, на нем они воду активным образом и возят. А теперь давай посмотрим на логику американцев. Американцев ровно этот анализ, который я говорю. То есть они считают главным негативным последствием этой войны не изменения какие-то системы безопасности в Европе. Они в них не верят, в изменение системы безопасности в Европе, потому что считают, что есть Евросоюз и НАТО, и что НАТО это достаточная там, граница, Евросоюз это достаточно прочное политическое образование. Их волнует Китай. И поэтому они считают, что дальнейшее ослабление Путина и угроза развала России это то, что выгодно Китаю, главному геополитическому конкуренту Соединенных Штатов. И поэтому, опять-таки, выбирая там, добивать Путина или не добивать Путина, там, дальнейше ослаблять Путина или пусть остается как есть, значит, приводить к власти силы, в результате которых может возникнуть гражданская война и распад страны, они точно будут выбирать статус-кво. Что, собственно, они и выбирают. Я больше скажу, для нас
как для российского сопротивления на данный момент Китай больше союзник, чем Америка. Потому что Китаю наша активность ничем не угрожает, с их точки зрения сейчас. На мой взгляд, они в этом ошибаются. Но с точки зрения сейчас она ничем не угрожает. Конечно, они там ничего не делают, они будут оставаться пассивными наблюдателями. Но американцы-то считают, что это мы им конкретно угрожаем. Мы для них являемся конкретным вызовом, потому что они боятся дальнейшей ситуации распада страны. И именно в этой ситуации единственным ответом на эти опасения может быть позиция Украины. Если Украина говорит, мы стабилизирующая сила, мы являемся тем гарантом, который отстроит все это огромное там, значит, построссийское пространство в том виде, в котором заинтересован коллективный Запад. Во-первых, мы можем вам рассказать коллективному Западу, как это будет. А во-вторых, мы можем это реализовать. Вот тогда это будет очень ценно. Но Украина, конечно, то есть вот мы сами по себе, мы маленькая восточноевропейская страна, да, то есть нам главное отгородиться, а там, значит, это все за поребриком, пусть будет, чего будет. И это, конечно, ошибка. Я согласен, что это ошибка, и я думаю, что внутри Украины по этому поводу будет и идет уже идеологическая борьба, а потом будет политическая борьба, потому что, собственно говоря, совершенно очевидно, что Украина не имеет никакой перспективы в качестве инвалида, ну, который постоянно как бы отрезает, потеряет какие-то территории, теряет экономику там, и все остальное. И наоборот, ее интересы, они, как, ну, как это не парадоксально для многих, они преимущественно восточные, потому что, да, мы там можем стать частью Евросоюза, но только не как сервис, а да, как наоборот. То есть вот единственный на самом деле и реальный способ восстановить экономику после войны, это не ходить с протянутой рукой на Западе. Они все равно дадут меньше и будут тратить это сами в своих собственных интересах. А если поставить правильную российскую власть, которая будет заниматься переустройством своей страны и будет заниматься возмещением ущерба Украине, ну, например, те же самые нефтегазовые потоки, чтобы они проходили через Украину, из которых бы, собственно, платились бы те деньги, которые необходимы на восстановление страны, это же абсолютно реальная история. То есть Украина должна быть активным игроком, который занимает лидирующую роль, которая, в общем, на самом деле исторически ей абсолютно органична. Но только вот почему-то этого не происходит. Ну и плюс тут должна быть тесная коммуникация и взаимодействие там со странами Кавказа, Центральной Азии, то есть, потому что невозможно вот эту восточную политику проводить эффективно, игнорируя там их интересы и игнорируя там вот эту реальность новую там пост-России, там, как ты ее называешь. То есть здесь нужно, здесь нужно опять-таки понимать логику существующих и будущих путей там сообщения, вывода ресурсов с той же Центральной Азии на глобальный рынок, как бы там, да, понимание того, как в каких кластерах экономики могут подниматься те или иные там государства этого построссийского пространства и сама пост-Россия там, да, потому что если это как с Чечней произошло на старте, то есть она изначально была обречена в том плане, что у нее не было выхода на глобальный рынок, и та нефть, которая у нее там была, ее невозможно было продавать. Не, абсолютно, и я постоянно слышу в Украине много разных размышлений относительно как раз вот права российских порабощенных народов на самоопределение, какое-то, что давайте хрен с ним откажемся от всех этих репараций, лишь бы там Россия развалилась, потому что вот когда она развалится, значит, тогда она станет для нас безопасной. Ну, во-первых, там, значит, если там будет распад, связанный с гражданской войной, то точно Украине мало не покажется, потому что в ядерной стране еще с кучей беженцев, которые, значит, будут в результате войны и так далее, это точно будет дестабилизировать внутриукраинское политическое пространство. Ну, допустим, мы это все вообще выведем за скобки. Но национальные республики в России там и 20% населения максимум, да, то есть даже не в национальной республике, а просто все народы, да, то есть которые есть, потому что есть народы, которые там на русских территориях, но даже вот если они их всех взять, вот, то полностью они все отделятся, да, то есть вот 80% остается так, как оно есть. Распад России — это ситуация, когда отдельно Сибирь, отдельно Урал, отдельно Петербург, отдельно Москва, отдельно там Калуга, вот это действительно распад страны. Но видим ли мы сейчас хоть какие-то предпосылки к этому распаду? Но они не просматриваются вообще никаким образом, даже близко. По слову совсем. Да, то есть этого нет. И
говорит, означает ли это, что там человек, который так говорит, имперец? Конечно, нет. Но мы там на съезде народных депутатов мы приняли решение, что любой народ и любая территория, не только народ, да, то есть, но и любая территория, вплоть до муниципалитета, да, то есть, в котором там люди собрались и решили, что им отдельно лучше, ну, мы будем уважать это самое решение. Но при прогнозировании мы же должны исходить из того, сколько будет таких территорий, а кто реально может прийти, а кто, то есть, реально при этом не придет. И должны исходить тем самым из того сценария о том, что вот там со всей вот этой бахромой отпавшей, все равно Украина будет иметь большого соседа, где будут люди, разговаривающие на русском языке. И, исходя из этого, надо и планировать свои дальнейшие действия, и планировать стратегию национальной безопасности. Ну, это, условно говоря, как было с Финляндией там, и со странами Балтии после гражданской войны. Потому что они оказались за периметром. Но периметр... Изменило ли это характер империи? Не изменило. Абсолютно. Да. И изменило ли характер вызовов? Не изменило. Нет. А после распада Советского Союза, от падения там, республик Центральной Азии, и в том числе Украины, изменило ли это характер, опять-таки, 100%. Российской империи? Не изменило. Да. Поэтому в этом плане концепция «Садок вишневий» не працює. Концепция «Отъебитесь от нас» тоже не работает. Чекмарев вот у нас пишет, зрители реагируют. Поэтому Украине придется с этим очень конкретно бороться. Потому что совершенно очевидно, что ее перспектива, и исходя из того, что ты говоришь, вот в логике функционала, который Западу необходимо продать, потому что ну, они не будут все время финансировать просто хороших ребят. Они не по поводу благотворительности. Они сейчас финансируют, потому что ну, они получили, прежде всего американцы, они получили ну, огромнейшие выгодоприобретения в энергетике, на рынке вооружений, с точки зрения там, как бы, там, каких-то других выгод. Ну, всегда для кого война, для кого мать родна. Ну, просто Зеленский с самого начала, когда приходил к власти, говорил, мы будем маяком свободы. Ну, так и давайте быть им. Да? Это действительно то, что вот именно это высказывание будет востребовано у всех наших международных партнеров. Они бы все очень хотели, чтобы появился человек, страна, структура, которая скажет, это моя проблема, наша проблема, мы за это отвечаем, мы сделаем так, как нужно всему остальному миру. Этого они хотят. Угу. Ну, и это и есть миссия реальная Украины. Конечно. Восточная. Не говоря уже просто о том, что даже если мы будем смотреть на там ближайших партнеров Украины, ну вот есть там большая мечта вступления в Евросоюз. Да, там, почему там поляки, несмотря на все это там исторические травмы там, с Волынскими резней и все прочее, тем не менее Украину активно поддерживают? Потому что они как раз внутри Евросоюза хотят создать блок, который бы уравновешивал Германию, значит, и Францию. То есть быть равновеликим, по крайней мере, центром. И собрать под всю эту историю, то есть концепция Пилсудского, да, то есть Междуморье, собрать, значит, все восточноевропейские страны и страны Балтии, да, то есть вот и себя видят в качестве центра. А Украина, как вот она будет просто под поляками, то есть мы хотим просто вернуться к временам Речи Посполитой, или Украина хочет быть равновеликим в этой ситуации центром. Если равновеликим, то тогда опять-таки должна быть проактивная стратегия, которая направлена на Беларусь и на Россию. Угу. Ну и на, и на Кавказ, кстати. На Кавказ, да, Кавказ, и на Центральную Азию, да. и на Черноморский бассейн. Да. Вот, потому что если ты не взаимодействуешь с Черноморским бассейном, ты не идешь дальше. Совершенно верно. Вот, поэтому, ну, видишь, в принципе, тут мы одинаково видим эту ситуацию. И я, кстати, у нас сейчас будет эфир в 6 часов с Марком Буджишем. Как раз мы будем говорить про логику стратегического союза Польши и Украины. Я уверен, что она у нас будет абсолютно ну, не противоречащая, но во многих аспектах как бы различная, потому что в Польше там свое понимание, у нас свое понимание. Вот. Но мне кажется, что вот эта фиксация в массовом сознании в Украине, вот категорической значимости восточной политики, восточного интереса Украины, даже в случае вступления в НАТО и ЕС, пускай там будет оно, не будет, но, допустим, априори будет. Но в любом случае ключевой интерес Украины восточный, потому что это обеспечивает ее функционал внутри Запада. Точно так же, как, допустим, Южная Корея, которая закрепилась там на орбите Запада, благодаря ее особому функционалу в противодействии там, маоистскому Китаю. Там, и, ну, просто это даже это
вопрос с точки зрения стратегии. Если ты точно знаешь, что основной твой источник опасности исходит с Востока, то, соответственно, надо прилагать все усилия для того, чтобы этот источник опасности уменьшить. Надо не отгораживаться от него и ждать, когда прилетит, а необходимо проактивно его уменьшать. Это главный базовый вопрос выживания страны и ее национальной безопасности. Ну, и мне кажется, что в этом смысле вот наличие такой миссии, оно позволяло бы вычленять активную часть вот российских мигрантов, которые уехали там на Запад, там, да, и по всему миру. И это ну, давало бы какой-то им дополнительный смысл ну, в плане перспективы, потому что жить в белогвардейской эмиграции, ну, это бесперспективно. Абсолютно. И никто этого не хочет. Я тут могу там 100 накидать вещей, которые необходимо делать для того, чтобы реализовывать эту стратегию. Но, к сожалению, вот такой вот там внешняя политика Украины, ну, это очень ограничена. Она сводится к вопросам, то есть обеспечения оружием и финансовой помощи. А вот геополитической игры в нем совершенно нет. А ведь большое количество даже задач военной помощи решается: ты где-то здесь мне помог, ты где-то здесь мне помог, то есть а я тебе в ответ вот. Это же многосторонние отношения, которые вся международная дипломатия построена вот под таким вот взаимным услугам, которые люди друг другу делают. Да. И если этого не происходит, если это все время одностороннее общение, то, конечно, там какое-то время из чисто моральных соображений, гуманитарных, все, да, говорят, это правильно, мы это делаем, но рано или поздно они устают. Ну, то есть не можешь все время там ходить к соседу там и просить у него чего-то там в долг, да, то есть вот, ну, какое-то время тебя кормят, а потом говорит, ну, а ты-то что-то, что мне ты сделаешь? Найди мне снарядов, а что ты сам не можешь найти? Ну, это же логично с их стороны. Вот. Ну, опять-таки, я думаю, что это будет очень мощный драйвер внутриполитической дискуссии в Украине в ближайшие, ну, и уже сейчас, и особенно после войны, там, когда она закончится, потому что это вопрос определения стратегического развития страны. Ну, нам нужна в этом смысле очень активная помощь. Ты знаешь, вот возвращаясь к тому, о чем мы начали с этого форума во Львове, мы недавно проводили социологический опрос. Где, в Украине? В Украине, да. То есть общенациональный опрос, там 1500-тысячник, все как полагается. Да. Значит, ну, помимо других вопросов, задавали вопрос по отношению к, значит, российской оппозиции, к российскому сопротивлению. Значит, на вопрос, нужно ли помогать российской оппозиции, 5% украинцев говорят, что надо помогать российской оппозиции. Взаимодействовать с ней, помогать взаимодействовать, неважно. Вот. 56 говорит, что надо помогать и взаимодействовать с российским сопротивлением, с бойцами на фронте. 56, 10 раз, соответственно, больше. И то есть мы видим, что уже там общество, оно вот видит те усилия, которые происходили, вот эти вот рейды на российскую территорию, там партизанская борьба, которая там ведется. Ну, атака на НПЗ возможна без того, что были люди на земле, которые бы ее просто навигацию дронов, соответственно, осуществляли. Да, это логично. Вот. Но вот эта вот российская оппозиция, это все вот это вот говно, да, то есть мы с этим не хотим, да, а вот с теми, кто воюет, значит, вполне да. Но этому сопротивляется на самом деле очень сильно политический класс, наиболее там маленькая, но очень шумная часть общества. Да? И вот это вот надо преодолевать, просто исходя из чисто рациональных вещей. Мне кажется, здесь нужно больше выводить какие-то вот героические фигуры там, из российского. Мне кажется, это вообще очень ты хорошо разграничил, вот именно российская оппозиция, российское сопротивление. Это, вот это надо вводить в дискурс для того, чтобы ну, было перепозиционирование и это использовать. Вот. И поэтому мне кажется, что нужно просто тогда больше вот, лиц из этого российского сопротивления, там, которые воюют сейчас, там, да, выводить, вот, как бы, там, рассказывать истории, то есть рассказывать какой-то идеологический нарратив вокруг этого разворачивать, потому что там же разные люди. У нас есть такие классные ребята из Легиона. Ну, к сожалению, мы не можем выводить много людей из партизан, потому что, то есть, они партизанят, да, но некоторые из них, которые покинули уже Россию и вступили вот в тот же самый Легион или в РДК или в другие подразделения, их истории, конечно, надо подсвечивать. Ну, будем помогать. Спасибо. Хорошо, на этом заканчиваем. Я обещал тебе час, вот мы практически вписались. Спасибо Илье Пономареву, у нас получился такой большой стратегический такой разговор, мне кажется. Да, как всегда с тобой всегда это и интересно, что можно это немножко от вот этой суеты ежедневной перейти к более долгосрочным разговорам.
Да, мерси. Вот. В 6 часов мы выйдем с Мариком Буджишем, Кадубиным и, господи, Петром Кульпой как раз вот по отношениям Украины и Польши пройдемся, так что в 6 часов включайтесь. Вот. А пока мы заканчиваем. Спасибо, Илье. Спасибо. И пока.